Я держу это, да? Нет, Я должна отпустить? снимается. Ой, нет, это странно получается. Я не знаю, как это остановить. Угу. Он голубями обкакан. А, Кто? снимайте, пойми. Так, это драматический театр. Это памятник Чапаеву. Это Дмитрий с комментарием. Этот дом принадлежит частным лицам. That's right. Yes. If you wouldn't do it, and it was your own, then don't play around. Don't even put it forward. You see, the situation in business never repeats. So you've got to use the particular details of the situation to solve it. Так, это мы на экскурсии в Иркутске. Это мы наблюдаем собор Богоявления. Татьяна рассказывает нам об этом. Вот.
summer staging, yeah, up to, well, up to 10 hours. Это краеведческий музей в Иркутске. Попробуйте, пожалуйста, еще колокол. Отлично. Вот это такие колокола в Иркутске. А сколько лет этим колоколам? Они разного времени. А это что за игрушки такие? А откуда это? То есть это современные изделия или это старое? Старинная коллекция? А где использовались эти вещи? Нет, это колокола. Видите, я вас сниму еще, пожалуйста. Отлично. Это мы на колокольне кафедрального собора в Иркутске, Богоявленского. Нам разрешили позвонить в колокола. Отлично. Дом Волконских. Дом Волконских в Иркутске. Входим в усадьбу Волконских. Так, входим в музей Волконских. Это современная живопись, выставка. Я рад вас видеть в музее декабристов, которым является этот дом. This is the Museum of the Decembrists, and I'm very pleased to welcome you to it. Дом этот связан с жизнью в Сибири семьи декабриста Сергея Волконского. This house is connected with the life in Siberia of Prince Volkonsky. До приезда в Сибирь Сергей Волконский занимал высокое положение в российском обществе. Он был князем потомственным, дворянином, генералом царской армии. В которой жили женщины и дети. Волконские. Дело в том, что война сыграла важную роль в создании самого общества, поскольку почти все участники этого общества, Это вещи, связанные с декабристами. Вот. Свидетельство о браке. Декабриста Муравьева, Бракма. Медальон Фанвизиной. Я что, лошадь? Это следующая комната, посвященная декабристу Волконскому
и отражению его деятельности в «Войне и мире» Льва Толстого. Портрет Пушкина, связанный с декабристами. Оружие. Мария Николаевна читала. Идем в следующую комнату. Знание английского языка для женщин в прошлом веке было One's wife, all the nobility knew French, but French was their first language. But it was unusual for a woman to know English and German as well. And she knew English, and that sort of made her very different. Здесь случайно изображение Льва Николаевича Толстого и иллюстрации к его знаменитому роману «Война и мир», поскольку Толстой был, во-первых, родственником Волконских, хотя и дальним, а в 1864 году, за год до смерти, Лев Николаевич познакомился с Сергеем Волконским, с которым очень дружился, можно сказать. This is a little statuette of Tolstoy. And they were kept in cupboards like this one that stood all the way around the walls. Незадолго до отъезда из Иркутска Мария Николаевна подарила все эти книги в школу для девочек, где еще в Иркутске. 3000 книг было. Раевская – это личная фамилия Марии Николаевны. Кстати, ее прадедушка был знаменитым ученым. В нижнем изображении сама Мария Николаевна, когда ей было 15 лет. Именно в таком возрасте она была, когда в 1820 году семейство Раевских путешествовало по Крыму и Кавказу вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, который в то время за свои стихи, за свои взгляды попал в Южную ссылку. She was 15 years old and she looked just like that when the family went down to the Caucasus on a trip with Pushkin, who had been sent into exile. Это музыкальная шкатулка, которая была прислана Зинаидой Волконской сюда, в Сибирь, в память о вечере, о прощальном вечере в Москве перед отъездом в ссылку. Ширма, которую купили здесь, в Иркутске, китайскую. А этот китайский столик был прислан из Франции. Мария Николаевна Волконская после 20 лет, проведенных в Сибири. Чубук, вышитый ею бисером. Письмо, в котором она просит прислать табака и английских книг. В дом через окно. Вид. Столовая Волконских. Образцы русской посуды в их доме. Шаль, подаренная Волконской служанками на день рождения, кружевная. Волконский после возвращения из ссылки. Его трубка, вышитая женой. Музыкально-театральный салон Волконских. Музыкальные вечера продолжаются здесь до настоящего времени. Буквально вчера здесь был концерт. Рояль фирмы «Розенталь» находится на реставрации в настоящее время. Нижнее белье, жена говорится.
Посмертная маска Пушкина. Вот его профиль. Лучше устроился с учетом проживания самого Николая Волковского. Well, there are some aspects in this house reflect the style of the architecture of the period in which it's built. Then there are some aspects of it too which are unique because the house was built to the specifications of Sergei Volkovsky, and so you won't find another house like this anywhere. So, Кстати, пороги, да? Кстати, пороги нужны будут для сохранения тепла. Игрушки из хлеба с солью. Деревянный потолок тоже стилистическая особенность, потому что на Западе... Финансы. Празднести вот этот стихотворение Пушкина о Сибири. Так, это акация, посаженная самим князем Волконским, когда он был здесь, вернулся с каторги. Крещение, 17 век. Это двусторонняя икона. Сейчас, секундочку. Иоанн Богослов молчания, 18 век. Это все иконы 17-19 веков. Флор и лавр. Божья Матерь. Святой Христофор. Икона 19 века. «40 мучеников севастийских». Икона 18 века. Святой Власий и Модест. Икона 18 века. Древо Иисеева. Генеалогия Христа. Конец 17-го, начало 18 века. railway came Ивенкийское жилище. Так, Байкал. Гостиница в Листвянке. Вид со смотровой площадки гостиницы. Наш катер. Oh, you matched the boat too. Yes. Oh, she's taking her jacket off. Одно, видите? Так, мы на катере находимся. Татьяна! Разобрались, убиваться, как там чего, да? Нет, это, знаете, сейчас. А вот и Дима. Дима! What are you
looking at it again. Это мы подъезжаем к большим котам. Общаться с ним в первой половине дня, были в гостях в одной компании в Искре. Это просто потрясающий, конечно, человек, потому что его знания и опыт позволяют давать нам советы, к которым можем прислушиваться. Я с удовольствием предоставляю слово профессору Мусину. Last Tuesday I was in America Прошлый вторник я был в Америке. Trying to raise money for an American firm. Пытался найти деньги для американской фирмы. The venture capitalists accept 1 out of 50 applications for money. И вот эти капиталисты принимают одно из 50 заявлений с просьбой о деньгах. It is easier to raise money in Russia than it is to raise money in America. И в России деньги найти легче, чем в Америке. And the reason it is easier to raise money in Russia is that competition isn't as advanced. И причина, почему в России деньги найти легче, потому что конкуренция еще не настолько развита. There is a great space between a firm that is well managed and the next firm that is not so well managed. Есть пропасть между фирмой, в которой хорошее управление, и между фирмой, в которой управление не очень хорошее. And because there's a space between the firm and its immediate competitor, it is easier to make money. Из-за того, что есть это расстояние между одной фирмой и их конкурентом, из-за этого легче заработать.
you hear what I'm saying, that it is easier today to make money in Russia than it is to make money in America. Послушайте, я вам говорю, что сегодня в России заработать легче, чем в Америке. Now, making money comes from your mind. Зарабатывание денег происходит из вашего сознания. It's like winning a battle. Winning a battle comes from the general's mind. Это как победа в битве, потому что победа в битве происходит из сознания генерала. What gives value to a firm is its strategy. Ценность фирмы заключается в ее стратегии. And you're all trying to make value for your firm. И вы все пытаетесь придать ценность вашей фирме. You're not trying to make a quantity of products, you're trying to increase the value of your firm. Вы не пытаетесь просто произвести количество продуктов, вы пытаетесь придать ценность вашей фирме. Let me repeat, it's the strategy that creates the value. Позвольте я повторюсь, что стратегия создает ценность. Because it enables you to get ahead of the opposing firm. Потому что это позволяет вам обогнать вашего соперника. And the strategy is created by the managers. А стратегия разрабатывается менеджером. So the value is created by the manager. И поэтому ценность создается менеджером. The value is not created by the production. Ценность создается не производством. There are very few firms in America today where the production cost is more than 15% of the final price. Сегодня в Америке есть компании, где ценность, стоимость продукции составляет 15% от ее конечной цены. Even in IBM, it only costs 15% of the computer's price to actually make the computer. Даже в IBM уходит только 15% цены на то, чтобы сделать компьютер. In some drug companies, pharmaceutical drug companies, it's only 1 or 2% of the cost is the production cost. В некоторых компаниях, которые производят лекарства, фармацевтических компаниях, стоимость продукции всего 1% ее цены. So where is all the other cost? А откуда берется вся остальная цена? It's in the distribution and the marketing Это в распределении, в маркетинге. and distribution. And the research and design. В исследовании и в дизайне. If you want to make money through a good strategy, then you wouldn't focus on the production costs. Если вы хотите заработать деньги на стратегии, то вы не будете фокусироваться на стоимости продукта. You would try and make money using an old plant. Вы попытаетесь заработать деньги, используя старое предприятие. The mark of a good manager is that they can make money with an old plant. И признак хорошего менеджера – это когда он может заработать деньги со старым предприятием. When I was a director of the British Steel Corporation, we had a steam hammer that had been made in 1870. Когда я был директором британской корпорации стали, у нас был паровой молот, который был сделан в 1870 году. It was still operating and we were making a profit from its operation. Он все равно действовал, и мы на нем делали деньги. And we were very proud of that. И мы этим очень гордились. Now, anybody can operate a new plant. Любой человек может управлять новым заводом. It is actually easier to operate a new plant than to operate an old one. И управлять новым заводом легче, чем старым. It takes a clever manager to operate an old plant and to make a lot of money. Требуется умный менеджер, чтобы управлять старым заводом и зарабатывать деньги. Now let's come back to this idea of the value, the money coming from the relative position
of the firm and its competitor. Ну, давайте вернемся к этой концепции, что зарабатывание денег происходит из относительного положения компании по отношению к ее конкурентам. You can have an industry where all firms are roughly the same and are all fairly efficient. Может быть, сфера производства, где все предприятия более-менее одинаковы и работают достаточно эффективно. And none of them makes any money. Но ни одна из них не зарабатывает деньги. Because no firm has an advantage over its competitor. Потому что ни одна из компаний не имеет преимущества над своим конкурентом. You can have another industry where no firms are really efficient. Может быть, другая область производства, где ни одна из компаний не является эффективной. Only one firm is less inefficient than the others. Но одна компания менее неэффективна, чем остальные. And that firm makes a lot of money. И эта компания зарабатывает много денег. It's still inefficient, but not as bad as the others. Она все равно неэффективна, но не настолько плохо, неэффективна, как остальные. It's the ability to beat your competitor that marks a good strategy. И признаком хорошей стратегии является способность победить вашего конкурента. Of course, strategy comes from the Greek word meaning general. Стратегия – это греческое слово, которое значит генерал. It is what the general does. Это то, что делает генерал. And in war, the strategy is what enables you to beat your enemy. И на войне именно стратегия позволяет вам победить соперника. When you're playing a game, perhaps of chess, it's your strategy that enables you to beat the opponent. Когда вы играете в игру, например, в шахматы, именно стратегия позволяет вам выиграть. And in business, it's your strategy that enables you to beat the competitor. И в бизнесе именно стратегия позволяет вам победить вашего конкурента. You cannot write a strategy that is good without naming the competitor. Нельзя написать хорошую стратегию, не обозначив конкурента. I have been coming to Russia since 1967, Я приезжаю в Россию с 1967 года. at the time of Liebermanism. А, Lieberman was an economist, a Russian во economist. времена экономиста Либермана. At that time, I was asked to come to Russia and talk about marketing. И в то время меня попросили приехать в Россию и рассказать о маркетинге. I have read, or had translated for me, hundreds of Russian firms' plans. И для меня перевели сотни планов российских компаний. Most Russian managers will not name the competitor. И большинство русских менеджеров не обозначают конкурентов. They do want to concentrate on production. Они делают упор на производство. They claim to me that you have to know a great deal before you can write down who the competitor is. Они говорят, что нужно очень много знать, прежде чем написать, кто у вас конкурент. These may be people who have PhDs in metallurgy. И, может быть, это люди, у которых докторские степени в металлургии. They've been through great universities, but they can't even identify a competitor. Они закончили великолепные университеты, но обозначить конкурента они не могут. Let me tell you, you are never going to create spending by consumers. Никогда нельзя создать затраты или растраты с помощью потребителей. If you want to sell something, you have to take somebody's money from another firm. Если вы хотите что-то продать, нужно взять чьи-то деньги из другой компании. We were in a macaroni firm in Samara earlier in the week. Вот раньше, на этой неделе, мы посетили макаронную фабрику в Самаре. And we were trying to explain to them that by selling more macaroni, they were taking consumers' money from some other food. И мы им говорили, что продавая больше макарон, они забирают деньги покупателей из других продуктов. If you sell more macaroni in a store, the customers in that store are not going to spend any more money in total.
И если они будут продавать в одном магазине больше макарон, то покупатель все равно не потратит больше денег в этом магазине. Perhaps they're going to buy less meat Вот. Он просто купит меньше мяса. or less cheese. Вот. Или меньше сыра. So the competitor is the meat firm. Вот. То есть конкурент – это мясокомбинат. And it is important to know who your competitor is, И важно знать, кто ваш конкурент. because otherwise it is not so easy to beat them. Потому что в другом случае победить вам их будет нелегко. If you know exactly from whom you are taking the spending power, then you can do exactly what you need to do to beat that competitor. Если вы знаете, у кого вы забираете покупателя, то тогда вы знаете, кого вам нужно выбрать, как его победить. Now, Tim Cross mentioned that there are good business plans and bad business plans. Тим Кросс упомянул, что есть хорошие бизнес-планы и плохие бизнес-планы. A bad business plan does not have its strategy clearly written out. В плохом бизнес-плане не расписана стратегия четко. It doesn't have the target that you're aiming at clearly written down. И не четко расписана цель, на которую все направлено. Bad business plan does not allow for the competitor to react. И плохой бизнес-план не позволяет конкуренту отреагировать. As soon as one of your firms loses income, loses customers, it has to do something. Как только одна из ваших компаний потеряет прибыль, потеряет покупателей, нужно что-то делать. It has to react and attack back again. Нужно отреагировать и снова пойти в атаку. Now, a good business manager, of course, knows that that's going to happen. И хороший деловой менеджер знает, что так произойдет. And probably goes 3 or 4 moves ahead. И, скорее всего, пойдет на 3-4 шага вперед. Let me give you the example of Sony attacking Philips of Holland. Позвольте привести пример, как Sony атаковала голландскую компанию Philips. When they introduced the Walkman, Sony Walkman, Philips had 85% of the world market in little cassette players. Когда Sony представила на рынок свои Walkman, у компании Philips было 85% мирового рынка мини-плееров. And the chief executive of Sony asked his executives what would happen when they launched their Walkman. И спросили те исследователи Sony, начальство, а что произойдет, когда мы запустим Walkman? And they said, well, of course, Philips will redesign and come back with a better model than ours. И они сказали, ну, конечно, Philips придумает новый дизайн и выпустит лучшую модель, чем наш. He asked how long that would take, and they said about 6 months. И они спросили, а сколько на это уйдет времени? Им сказали, 6 месяцев. And so his question to his executives is, what would we do then? И тогда он спросил начальство, а что мы тогда будем делать? Eventually, they had 12 models before they launched the first one. И в конце концов у них было 12 моделей, прежде чем они выпустили первую. When Philips did come out with its new model 6 months later, Sony launched 2 more. Когда через 6 месяцев Philips запустила свою новую модель, Sony к тому времени выпустила еще 2 новых модели. And so Philips did not get all the new design and tooling costs back because it didn't sell any of its new models. И Philips не смогла вернуть расходы на дизайн новой модели, потому что она не продалась. So Philips tried it again. Philips снова попытались то же самое. And then when they came out with their 2 new models, Sony launched 4 new ones. И когда они выпустили 2 новых модели, Sony выпустила 4 новых модели. And Philips again did not get any additional sales and made losses on its new models. Опять же, у Philips не было дополнительных продаж, и новые модели были убыточны. And we know the story that Philips went down to under 20% of the world market. И мы знаем из истории, что Philips осталось 20% мирового рынка.
Now, of course, you all know, because I've seen the products around here, that LG is attacking Sony. И вы все, наверное, знаете из продукции здесь, что сейчас LG атакует Sony. I'm predicting that in a few years Sony will be virtually bankrupt and that LG will take the leading position. И я предсказываю, что через несколько лет Sony обанкротится, и ведущая позиция будет у LG. Competition strategy is what it's all about. Конкуренция, стратегия, вот в чем дело. Now, even if you have not written down your strategy, your business plan has an implicit strategy. Даже если вы не расписали вашу стратегию, в бизнес-плане есть скрытая стратегия. Because you can only get a cash flow, a projection of revenue and costs, knowing what is happening in the marketplace. Потому что подсчитать кэш-флоу и что произойдет с вашей ценой можно лишь зная рынок. The figures that you put on paper come from real market competition. Цифры, которые вы пишете на бумаге, происходят из реальной конкуренции на рынке. So if you have put a set of figures down on paper, you are either dreaming or you know what is going to happen in the marketplace. То есть, если вы записываете какие-то цифры на бумагу, то значит вы или спите и мечтаете, или вы знаете, что происходит на рынке. I can tell in 5 minutes whether the manager knows his market or her market. Я могу за 5 минут сказать, знает ли менеджер свой рынок. It's just a simple question. From whom are you going to get these sales? Вот просто задав простой вопрос, а от кого вы будете получать эти продажи? I asked them to describe the competitor who is going to lose. Я попрошу описать конкурента, который будет проигрывать. And describe the customer who is going to switch. И описать покупателя, который сделает эту перемену. It's also true, I suppose, that most strategies fail. И можно справедливо сказать, что большинство стратегий не находят успеха. You see, there are probably 5 firms competing in most marketplaces. На любом рынке существует конкуренция, по крайней мере, 5 фирм. There may be more, but you'll only have to concern yourselves with a small number of really aggressive competitors. Их может быть больше, но вам придется заботиться лишь о небольшом количестве действительно агрессивных конкурентов. At any point in time, out of 5 firms, there is only one who's gaining on all the others. И в любой момент из всех 5 фирм только одна на самом деле преуспевает. So the other 4 are going backwards as against the leading firm. То есть 4 остальных, они как бы идут за ведущей компанией. They're losing value. Они теряют ценность. And their stock market value, their value that the shareholders get for their shares is going down. И ценность их акций, то, что получают держатели акций, тоже падает. They're probably not going down individually as much as the single firm with the winning strategy is going up. И, скорее всего, они не настолько проигрывают индивидуально, насколько эта одна компания уходит далеко от них наверх. I want to make that point very clear because all firms do not make profits. И я хочу это четко заявить, что не все компании прибыльны. Most firms die. Большинство компаний умирает. So, when you come up with a strategy, be prepared to criticize it. И когда вы составите стратегию, будьте готовы ее критиковать. The first strategy you think of is probably wrong. И первая стратегия, которая вам придет на ум, скорее всего, неправильная. Now, I want to give you an examples of about 10 strategies Я хочу привести пример 10 стратегий from different countries. из разных стран. I want to make the point too that strategies
can never be thought up from theory. И я хочу сделать ударение на том, что на теории нельзя построить стратегию. Theory is easy and practice is hard. Теория это легко, а практика это сложно. Theory is easy because it's the average. Теория это легко, потому что это средний уровень. I happen to have 2 doctorates in economic theory. Так получилось, что у меня 2 докторских степени в экономической теории. And I have always believed that economic theory is easy. И я всегда верил, что экономическая теория это легко. Because it's simply mathematics and maneuvering known parameters. Вот, потому что это всего лишь математика и различные маневры известных параметров. But of course the average firm dies. Но средняя фирма умирает. And you can't take a theory about firms and apply it unless you want to come up with death. И нельзя брать теорию плохих компаний и ее применять, если, конечно, вы не хотите прийти к смерти. You don't think up a theoretical answer and then throw it out the window and grab at a practical answer. Также нельзя брать теоретический ответ, выкидывать его в окно и хвататься за практический. When you look at the chessboard, you don't think up a theoretical answer, you actually solve what is there in front of you. Когда вы смотрите на шахматную доску, вы не думаете о теоретическом ответе, а вы решаете то, что стоит перед вами. In business, the practical elements of the situation come before the theory. В бизнесе практические элементы ситуации идут впереди теории. What is really particular about the situation has to be looked at before you run back to theory and take the average. И любые особенности ситуации должны рассматриваться до того, как вы вернетесь к теории и начнете рассматривать ее в среднем. It's also true that there are probably 10,000 variables that you could pick in business. И также правильно сказать, что есть 10 тысяч вариантов выбора в бизнесе. And the strategy will rest on 5 or 6 of those 10,000. И ваша стратегия будет полагаться на 5 или 6 из этих 10 тысяч. In one particular situation, if you get 5 or 6 things right, you will beat the competition. В ситуации конкретно, если вы правильно сделаете выбор в 5-6 вещах, то вы побьете конкурента. I'll give you an example of how strange the variables can be. И я приведу пример, насколько странными могут быть эти варианты. A number of years ago, I was asked to advise on the strategy for the port of Portland in Oregon. Несколько лет назад меня попросили разработать стратегию порта в Портленде, штат Орегон. Their competitors were San Francisco and Los Angeles. И конкурентами у них были Сан-Франциско и Лос-Анджелес. They wanted to expand the port of Portland. Они хотели расширить порт в Портленде. Now, the business was largely imports from Japan. И дело они имели в основном с импортированием товаров из Японии. And the largest part of those were vehicles from Japan. И по большей части это были автомобили из Японии. It happened that when the Japanese first built their motor vehicle transporter ships, Так получилось, что когда японцы построили свои судна для перевозки автомобилей, the Japanese parked their cars very close together. They parked the cars on the transporter very close together. на транспортере, на японском, машины стоят очень близко друг к другу. And the longshoremen, the people that offloaded the cars in Los Angeles and San Francisco were very big men. И те люди, которые разгружали машины в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, были очень большие люди. They couldn't get into the cars. Они не могли пролезть к этим машинам. So they asked the Japanese to park the cars further apart. И поэтому
они попросили, чтобы японцы ставили машины пошире, вот где-то так. And the result was that the Japanese could get 10% less cars onto their transporters. И в результате японцы могли поместить на 10% меньше машин на транспортер. The port of Portland beat San Francisco by hiring very slim young girls. И порт в Портленде обогнал Сан-Франциско тем, что они наняли тоненьких, худеньких девушек. And they were able to park the cars closer together. И они продолжали парковать машины близко друг к другу. There is no theory in the world that will tell you to hire very small, thin girls. Нет никакой теории в мире, которая вам скажет, что на работу нужно принимать маленьких худеньких девочек. You have to identify the variable on which you're going to attack. Нужно определить тот вариант, по которому вы будете атаковать. Last summer we were in Novosibirsk. Прошлым летом мы были в Новосибирске. And there's a very clever biochemist И там есть очень мудрый биохимик, who has a theory that cosmetics that women use are dead and just clog their skin. Clog, they get inside the pores of the skin. The cosmetics are dead. They're chemicals, dead chemicals. И разработал такую теорию, что косметика, то те химические элементы, которые попадают в кожу женщин, они мертвые. That what you need is living organisms that will give life to the skin. И что на самом деле нужны живые организмы, которые дадут жизнь коже. And he had created cosmetics made out of reproductive cells. Вот. И он разработал косметические средства, которые состоят из клеток, которые саморепродуцируют. And usually it was the sperm of the sea urchin. You know what sea urchin is? It's a sea urchin. It's a shell in the sea. И начали производить косметику из спермы морских ракушек. And also the sperm of the rooster. И также из спермы петухов. And this was to be applied to the face. Вот. И это нужно было наносить на лицо. And because it's reproductive, it will keep you forever youthful. Вот. И из-за того, что это репродуктивно, это придаст вам вечную молодость. Now, of course, that cosmetic has to be refrigerated. И, безусловно, такую косметику нужно хранить в холодильнике. The biochemist wanted us to get him money for a new plant. И этот биохимик хотел, чтобы мы ему достали деньги для нового завода. He was selling some of his cosmetics as far away as St. Petersburg. И его косметика продавалась даже так далеко, как в Санкт-Петербурге. But we said to him, exactly how are you going to market this product to larger numbers of women? Will they want to keep this cosmetic in their refrigerator? И мы его спросили, а как вы будете доставлять вашу косметику большому количеству женщин? Захотят ли они хранить ее в холодильнике? Would you want to keep such a cosmetic with your food? Захотите ли вы хранить такую косметику рядом с вашей пищей? Of course you wouldn't, but he had given no thought to what sort of refrigeration you would have in stores. И, конечно же, нет. Также он не продумал, какие холодильники будут стоять в магазинах. Nor what sort of refrigeration you could have at home for this cosmetic. И также он не продумал, какие холодильники должны быть дома для этого косметики. It would probably be possible to design a very small refrigerator, just a very small one, that you put in your bedroom. И можно создать такой маленький холодильник для спальни. That's if you really wanted to put this on your face. Вот. Это в том случае, если вам очень хочется это на лицо намазать. But here we had a not untypical Russian concern about production rather than marketing.
Вот. И здесь мы видим, как типичную русскую ситуацию, когда упор делается на производство, а не на реализацию. In a way, it's probably a very good idea. В каком-то смысле это очень хорошая идея. And we may well see it within the next 10 years. И, может быть, мы все это увидим в течение следующих 10 лет. But it was a bad plan because he didn't go right to the marketplace and think through how it should be purchased. Но план был плохой, потому что он не пошел на рынок и не посмотрел, как потом это будет покупаться. Last winter I had 2 students in Kashira, just outside Moscow. Вот на прошлой зимой у меня было 2 ученика недалеко от Москвы, в Кашире. And they were given the task of writing a strategy for a shipbuilding firm in Kashira. И у них было задание написать стратегию для судостроительного завода в Кашире. Now, after perestroika, nobody wanted the tugs that they were making for the Volga. Tugs, boats that pull barges. И после перестройки уже никто не хотел покупать тягачи, которые толкают баржи по воде. They had virtually the whole town of Kashira and the dockyard, and they made these ships with holes at the bottoms that could go through 10 inches of ice. Вот. И был весь город буквально заставлен вот этими суднами, которые могли разламывать 30 сантиметров льда. They asked my students to find a market for them outside Russia. И они попросили, чтобы мои студенты нашли для них рынок вне России. Now, the only 2 countries that could possibly want tugs that had to go through rivers that iced over. Есть, наверное, только 2 страны, которые захотели бы покупать толкачи ледоходы. Were Canada and Finland. Это Канада и Финляндия. But they had plenty of tugs and they didn't want any more. Вот. Но у них уже было множество толкачей, и больше они не хотели покупать. My students said they could find no answer for Kashira. Вот. И мои ученики сказали, что у них нет ответа для Кашира. They said they looked at building houseboats, but those were too expensive and nobody would want to pay the price. Вот. Они рассмотрели возможность построения лодок домов, но они получались слишком дорогие, никто бы их не покупал. I said to the students, that's not good enough. You have to find the best answer for the workers in Kashira. Я сказал, что это ответ недостаточно хороший, что мои ученики должны найти наилучший ответ для работников Кашира. What I said to them, what would you do if it was yours? I gave it to you tomorrow. И я им сказал, что бы вы сделали, если бы это было вашим, если бы я вам завтра это отдал. A week later, having spent many nights working on the problem, they came with the answer. И через неделю, проведя множество ночей работая над этой задачей, они пришли с ответом. There is a great shortage of car parking space in Moscow. В Москве большая недостача места для парковки машин. You spend very many rubles per hour to park your car in Moscow. И в Москве, чтобы запарковать свою машину, нужно платить много рублей в час. So they designed on the hulls of these boats car parking space. И вот поэтому они разработали на этих кораблях место для парковки машин. They could get 150 cars on each vessel. На каждом судне они могли разместить 150 автомобилей. And the vessels were to be moored in the center of Moscow on the river, and cars could come onto the dock and park straight in these vessels. И судна могли стоять в центре Москвы на реке, и машины могли заезжать через док прямо на корабль. Their calculation was that within 6 months each vessel would pay itself back. И по их расчетам каждое судно окупилось бы через 6 месяцев. No theory would tell you that a shipbuilding firm should get into car parking.
никакая теория вам не скажет, что судостроительный завод должен заниматься парковкой машин. You have to create the strategy. Нужно создавать. It's got to come out of your ability to create something that nobody has ever created before. Это должно исходить из вашей способности создавать что-то, что раньше до вас никто не создавал. We're talking about an art form. Мы говорим о ставках. War is an art. It is not a science. Говорим об искусстве, потому что война это не наука, это искусство. The point is it never repeats. Дело в том, что это никогда себя не повторяет. What we need is great mental agility and creativity. Нам нужен творческий подход и большая умственная деятельность. I had students looking at a firm that made porcelain toilets and wash hand basins in Hungary this year. В этом году мои студенты рассматривали компанию, которая производила туалеты и раковины. Again, the management wanted to new plant in order to reduce the cost of making the porcelain. И, безусловно, менеджеры хотели построить новый завод, чтобы снизить себестоимость. And we took a close look at where the toilets were going after they had produced them. Вот. И мы детально рассмотрели, куда эти унитазы будут поставляться после того, как их произведут. The managers knew they were selling them to certain wholesalers and distributors. Вот. И менеджеры знали, что они их продавали определенным оптовикам, дистрибьюторам. They did not know what the wholesalers or the distributors were doing with the toilets after they had purchased them. Но они не знали, что эти оптовики делали с их унитазами после того, как они их покупали. We discovered that the wholesalers were taking something like 40% in markup just for taking the toilets and passing them on.